исторический момент. Всем привет, с вами Галя Карен. Как и обещала, сегодня рассказываю про потрясающее место в Китае. Место, где находится 8000 древних воинов. С некоторыми из них я успела сфотографироваться, наслушаться историй про странных персонажей и познакомиться с миллионером. Ну что, погнали? Это тот редкий случай, когда умирающий император решил не брать с собой всех живых людей и армию, которая его обслуживала, которая была с ним. Он решил слепить воинов и все, что ему понадобится. В принципе, достаточно гуманно поступил. Вот он тот самый исторический момент, ради которого я здесь. Вообще в этой поездке в Китай. Терракотовая армия. Сейчас расскажу поподробнее. Если честно, это был один из первых императоров, который вел новый порядок. Раньше всегда императоры, умирая, забирали с собой всех. Слуг, танцоров, одежду, еду и свою армию. Отказаться не было никакой возможности остаться в живых, потому что все они были, можно сказать, рабами императора. И это первый император, который вел новый порядок, не убивать людей, а создал искусственную армию, которую он как бы взял с собой. Но это был не последний император, который убивал людей, закапывая их живьем после своей смерти. Например, его сын снова ввел старую традицию, а внук нет. Так и продолжалось несколько столетий, пока, наконец, людей перестали убивать во время смерти императора. Кстати, среди этих статуй нет ни одного лица, похожего на другое. Дело в том, что когда воин погибал, император считал необходимым увековечить память этого человека. В принципе, во всех отношениях был хороший император, как минимум за то, что не взял с собой и живых воинов. Не все, конечно, хорошо сохранились. Во время раскопок многие фигуры пострадали, рассыпались. Рухнула крыша, потому что при раскопках была крыша из этого же материала. Ее демонтировали и поставили крышу павильона, чтобы сохранить это чудо. Как правило, солдаты, оно же пушечное мясо, это была молодежь. Их начинали набирать с 16 лет. Смотрите, у них разные у всех шапочки. Такие маленькие с круглой штучкой. Это шлемы, обозначающие простых солдат. Два других вида шляп. Это офицеры и водители коней, назовем это так. Вот она, табличка. На экране вы ее видите. Здесь как раз именно находится знак. Здесь находился колодец. И все это нашли фермеры. Как раз эта табличка обозначает именно то место, где фермеры нашли армию. С этого момента начались раскопки. То, что я сейчас вижу, это был вход в помещение, где покоилась армия. А здесь место, которое реставраторы в шутку называют терракотовый госпиталь. Место, где реставрируют скульптуры. 2000 лет назад именно в этом месте был пожар. Скорее всего, очень много воинов погребены под слоем земли. И ученые уверены, что они цветные. Есть доказательства того, что изначально воины были цветные. Но после соприкосновения с воздухом через 5 минут они становятся блеклыми, как мы видели в самом начале. Строительство мавзолея началось, когда текущему императору было 13 лет всего-навсего. Его мама начала создавать мавзолей. Где-то 38 лет ушло на создание мавзолея. И многие фигуры были почти 2 метра ростом, 1,99 м. Я спросила у нашего сопровождающего, почему так. Он ответил, для того, чтобы показать, что солдаты были очень смелыми. Но это не была реальность по росту, потому что в то время китайцы вообще были достаточно низкорослыми. Это сейчас в некоторых городах население достаточно высокое. Внутрь никто не может зайти, кроме президента и кроме персонала среди реставраторов.
Китае гуляет ролик, когда один немецкий студент, который очень любил этих воинов, изучал это, нарядился так же, как они, проник сюда, камеры его моментально засекли, но очень долго его не могли отличить от остальных воинов, потому что он оделся так же, как они. Нашли только потому, что статуи не моргают, он моргал. Он отказался уходить. 4 полицейских его прям реально выносили, но ему ничего не сделали, не посадили, не депортировали, потому что он никакого вреда статуям не нанес. Его даже оставили в стране. Его спросили, зачем он это сделал. Он сказал, я их так люблю, я не хочу уходить, я хочу здесь остаться навечно. Вот такая вот история. Кстати, пол все еще оригинальный. 2000 лет назад сделанный. Статуи здесь без голов, просто по той причине, что их реставрируют. В этом небольшом зале находится всего 80 с небольшим скульптурок. И здесь уже генералы и командующие. Вот, получилось за дополнительные деньги, за 100 юаней, вы можете сфотографироваться, сделать видео с репликами настоящих воинов. В большом сувенирном магазине вы можете не только сфотографироваться с воинами, но и купить любую фигуру, скульптуру любого размера, от маленьких до очень больших, и вам даже смогут доставить домой почтой. Есть у них такой вид услуг. А здесь, в Китае, лошадь обозначает успех и богатство. То есть, если вы хотите кому-то пожелать богатства, удачи, успеха, вы дарите лошадь, тогда как в Каталонии это знаменитый каганер. А птичка обозначает долгую жизнь. Вот здесь на самом деле мы видим реальную крышу, оригинальную крышу. Она была здесь оставлена в этом павильоне. Павильон был открыт последним. И здесь решили эту крышу оставить, потому что во многих местах, где ее сняли, моментально потеряли цвет статуи. Наш сопровождающий рассказал нам, что на глубине все еще лежит достаточно много воинов, но у Китая пока нет технологии, чтобы открыть помещение и чтобы воины не потеряли свою окраску. Только этой скульптуре повезло остаться целой. Все остальное, что мы видели до этого, это прекрасная работа реставраторов, которые смогли по кусочкам создать целый образ каждого воина. Дело в том, что 2000 лет назад враги захватили эту местность и устроили пожар, в том числе и там, где находились воины. Крыша упала, и многие скульптуры были разрушены. Этот не пострадал, потому что он небольшой высоты. Он находится в полусидячем положении, поэтому ему повезло больше остальных. Посмотрите, пожалуйста, сколько здесь туристов. Причем население Китая очень любит локальный туризм. И на самом деле это время, когда туристов еще не так много. Представляете, что здесь творится летом? А так в этой армии выглядел всадник. А это скульптура стрелка. Он обычного ранга, худенький, незащищенный, потому что обычно у офицеров, генералов есть большая защита, и выглядят они поплотнее, потому что хорошо питались. Генерал, он сразу выглядит иначе, не такой худой, у него мускулы, он хорошо одет, есть даже небольшой животик. Если сравнить с лучником, да, он крепенький, мощный. А это вот тот самый знаменитый фермер, который как раз и нашел терракотовую армию. Когда-то танцоры и певцы были членами общества низкого пошиба. Этой статуе тоже не предполагалось иметь голову, потому что это борец сумо. Также уровень в обществе был очень низкий, то есть не обязательно было делать скульптуру с головой. В общем, всем этим низкосортным в ту эпоху людям не предполагалось наличие головы даже в
в формате статуи. Но у кого-то была все-таки. Я постоянно забываю, что эта колесница не для реальной жизни, а для загробной жизни, потому что в реале человек сюда просто не поместится. А душа вполне себе могла. И вот это окошечко было для того, чтобы одна из подружек императора могла переговариваться с возницей. Круглая крыша обозначала небеса. Бронзовые лошадки были найдены в хорошем состоянии, а повозка пострадала, то есть ее реставрировали. На самом деле то, как сидит возница, не характерно для таких повозок. Обычно они стоят, но здесь он сидит. Кто-то из моих коллег, туристов, спросил: японский стиль? На что нас сопровождающий ответил: ну, вообще, японцы переняли это у китайцев, потому что Китай имеет более длинную историю, чем Япония. У лошадок, кроме бронзы, присутствует золото и серебро. Вот здесь мы видим 2 офицеров и 2 возниц. Здесь в этом месте покоились реальные лошади, так как лошадей все-таки убили, когда император отошел в мир иной. Это он решил не трогать людей, поэтому создал имитацию в виде терракотовой армии и прочих разных помощников и профессий. Вот он на самом деле, заполненный ртутью холмик, где находится могила императора. Но по мотивам безопасности не стали дальше раскапывать эту гробницу. Надеюсь, вы также впечатлились от терракотовой армии, как и я. Поездка в Китай была просто волшебная и потрясающая. Эти места, такие как Шанхай, Сиань, Суджоу, оказались совершенно необыкновенными, что даже захотелось сделать отдельное видео по терракотовой армии. С вами Галя Карен. Подписывайтесь на мой канал. Мне это очень важно для развития моего канала. Вы для меня все очень ценны и важны. И самое главное, приходите на мои живые экскурсии, которые я провожу в Барселоне и ее окрестностях. До новых встреч. Пока-пока.